Какой из этих овощей наиболее богат кальцием? Капуста, огурец, брокколи, морковь. Кальций играет важную роль в свертывании крови, способствует сокращению мышц и регулирует регулярное сердцебиение и нервную активность. Крепкие кости и зубы обычно связаны с кальцием. Организм накапливает около 99% кальция в костях, а оставшийся 1% присутствует в крови, мышцах и других тканях. Брокколи содержит очень много кальция, практически на одном уровне с цельным молоком. Сколько морей существует в мире? 73, 67, 81, 50. Всего в мире насчитывают 73 моря, не считая Каспийское, Аральское, Мертвое и Галилейское моря, являющиеся частью других морей. Из них 27 в Тихом, 13 в Атлантическом, 6 в Индийском, 14 в Северном Ледовитом и 13 в Южном океане. В бочках из какого дерева принято выдерживать алкоголь? Сосна, ольха, дуб, липа. Для правильной выдержки алкоголя нужны оптимальные условия, при которых происходит таинственное превращение органических кислот в сложные эфиры. И для этого вам нужны не только подходящая температура или влажность, но и хорошая бочка. Многие крепкие спиртные напитки принято выдерживать в дубовых бочках, поскольку материал, из которого они сделаны, способствует насыщению напитков кислородом. У какого млекопитающего самые крупные зубы? Акула, дельфин, синий кит, нарвал. Нарвалы являются обладателями самых больших и самых длинных зубов в мире. Взглянув на взрослого самца нарвала, можно подумать, что у него на голове располагается рог, но это не так. Этот закрученный спиралью, так называемый рог, не что иное, как зуб. У нарвалов всего 2 зуба, и только левый зуб у самцов вырастает до 2-3 метров в длину. Правый же зуб и оба зуба у самок остаются скрытыми в десне и прорезаются лишь у одной особи из 500. Бивень самцов может весить до 10 килограммов. Нарвалы являются обладателями самых больших и самых длинных зубов в мире. Как правильно называется расстояние между бровями? Глобела. Переносица. Надбровная дуга. Парион. Участок без волосков от одной линии до другой, или место на лбу между лобными буграми с надбровными дугами, носит название глобела. Если уточнить, как еще называется место между бровями, получается коротко глабель. Это латинские слова, переводятся как «гладкое место», но используют их редко. Народное название – надпереносие. Без какого органа человек может спокойно жить? Селезенка, сердце, мозг, печень. Она отвечает в организме человека за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение. При удалении селезенки печень будет более активно вырабатывать желчь, а иммунную функцию будет выполнять другая лимфоидная ткань и костный мозг. Так что без этого органа можно долго и счастливо жить. Но такой пациент станет более уязвим к инфекциям. Какое животное из семейства кошек является самым большим в мире? Лигр, пантера, пума, тигр. Лигр – гигантский лев с размытыми полосками,
полученный в результате скрещивания тигра с львицей. Ученые полагают, что размер гибрида – результат отсутствия генов, ограничивающих рост. Лигры вырастают до длины больше, чем 3,5 метра и весят больше 400 килограммов. На планете есть около 25 лигров. Поведенческие черты этого животного проявляются в виде сочетания привычек обоих родительских видов. В каком государстве Европы отсутствуют светофоры? Австрия, Ватикан, Литва, Швеция. Ватикан – карликовое государство-анклав. Территориальная площадь его составляет всего 0,44 квадратных километра, а длина границы чуть превышает 3 километра. Поскольку территория Ватикана довольно маленькая, а дорожное движение и вовсе неощутимо, то город обходится без светофоров. Здесь лучше гулять пешком, ведь только так можно сполна оценить необычайные прелести католической святыни. Какого цвета станет лакмусовая бумажка в щелочной среде? Фиолетовый, красный, синий, оранжевый. Тестирование с использованием лакмусовой бумаги – это простой и эффективный метод оценки кислотности или щелочности веществ. Просто окунув бумагу в интересующий раствор и наблюдая за изменением цвета, вы можете быстро определить уровень ее pH. Лакмус в нейтральной среде фиолетовый, в кислой среде красный, а в щелочной синий. Какой цвет не задействован в построении изображений в цветном телевизоре? Желтый, синий, зеленый, красный. Принцип построения цветного изображения известен давно. Достаточно раздробить картинку на 3 по одной на базовый цвет – красный, зеленый и синий. Затем эти изображения совмещаем и получаем множество цветов и оттенков. Отсюда и возникает термин «рак-подсветка» – red – красный, green – зеленый, blue – синий.